Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня. Я вас лично благодарю за то, что вы смотрите наш канал, пересылаете это видео по электронной почте, по социальным мессенджерам, через кнопку «Поделиться» всем своим знакомым. В наших видео есть много интересной и полезной информации. И тема сегодняшнего видео – есть ли шаблон колеса жизненного баланса? Часто распространенный вопрос в интернете, его задают, когда хотят понять возможности колеса жизненного баланса. И в этом видео мы подробно рассмотрим этот вопрос через призму колеса жизненного баланса LongSwim. Напомню, что в колесе жизненного баланса LongSwim 8 сфер. Эти 8 сфер позволяют нам ставить достаточно амбициозные цели на длительный период, более 2 лет, на период год, что чаще всего используется. Можно сказать, что постановка целей на год – это 80% использования возможностей колеса жизненного баланса. Также колесо жизненного баланса LongSwim замечательно ведет себя при постановке рутинных задач. И я вам еще раз напомню, кто не смотрел наше видео, что в колесе жизненного баланса LongSwim мы распределяем все наши достижения на 3 группы. Первая группа – это долгосрочные достижения. Как правило, к ним больше всего склоняются люди в состоянии 8-10, то есть которые ставят перед собой достаточно амбициозные цели. Амбициозные цели базируются на их хорошем профессиональном опыте, на хорошей инфраструктуре. Они понимают, где взять дополнительный ресурс, чтобы реализовать долгосрочные цели. Следующая группа достижений, которую мы называем краткосрочными, она присуща для людей состояния 4-8, которые уже, устав от эмоций или понимая, что от эмоций мало как достижения в жизни появляются, они стремятся к тому, что ставим цели, достигаем этих целей, ввиду того, что все динамично, ставим цели на короткий промежуток времени, и таким образом краткосрочные цели, это цели на период до 6 месяцев, позволяют хорошо и уверенно себя чувствовать на таком коротком промежутке времени. Приложили усилия, достигли цели, смотрим следующую цель или просто отдыхаем от вот этой вот рутины. В отличие от людей состояния 4-8 и состояния 8-10, люди состояния 0-4, они очень хорошо себя зарекомендовали в рутине. Это повседневные, однодневные дела. Такие люди очень хороши в рутинных делах, в таком монотонном труде. Это их не задевает, не расстраивает. Они в таком режиме могут работать достаточно продолжительное время, 5-10 лет. Некоторые работают как династии. Поэтому в колесе жизненного баланса могут быть шаблоны. И я сейчас расскажу, кому шаблоны колеса жизненного баланса будут полезны. Люди состояния 0-4, они очень часто используют шаблоны, потому что они не могут для себя принять решение, какие цели для них интересны, какие цели они будут преследовать в этом году. В основном они захвачены чужими целями, чужими идеями. Если взять для сравнения, если люди состояния 0-4 сделают 10 задач за период месяц, примерно 7 задач это будут задачи чужие, 3 задачи примерно это будут, которые посвящены именно людям состояния 0-4. Вот такая пропорция задач чужих и своих, она дает ясное представление о людях состояния 0-4. Чем же интересны шаблоны для людей состояния 0-4? Это готовое решение, которое не предусматривает концентрацию своих собственных сил. Это шаблоны, которые позволяют им, не раздумывая, их применять. Но у шаблонов есть одно маленькое ограничение. Как правило, они ведут к краткосрочному результату. Они не ведут к тому, что что-то кардинально меняется в жизни, но оно помогает быстро решить какой-то вопрос, быстро разобраться в ситуации. И один из способов шаблона колеса жизненного баланса – это проработка какой-то одной сфере в колесе жизненного баланса, потому что это такой вот запрос ставят люди состояния 0-4. Большинство психологов, которые работают с методикой колеса жизненного баланса, идут по пути шаблона. Есть запрос, допустим, на проработку сферы семья и отношения. Проработали этот вопрос, разобрались, как ситуация обстоит, и на этом считается, что ситуация прояснена, а как дальше быть,
как изменить что-то в своей ситуации, как продолжать с этой нерешенной ситуацией. Дело в том, что нерешенные ситуации в сфере семьи и отношений, они могут длиться годами, а то и десятилетиями, потому что это статическая такая конструкция. То есть люди в состоянии 0,4, они за пределы своей статической конструкции выйти без посторонней помощи не могут. Для того, чтобы выйти за пределы этой конструкции, нужно очень хорошо проработать две сферы. Это сфера яркость жизни и это сфера личностный рост. В личностном росте можно рассмотреть альтернативные варианты решения данной ситуации. Не то, что предложил психолог, не то, что ограничивается запросом, а как с этой ситуацией можно справиться, как эту ситуацию можно изменить кардинально. И все-таки мы говорим о колесе баланса, как изменения в этой сфере пройти гармонично, не нарушив, скажем так, то, что есть, не ломая это кардинально. Потому что в зависимости от того, какие цели мы преследуем, выбирается тот или иной инструмент. Либо кардинальное изменение ситуации, либо это такое гармоничное, медленное изменение ситуации. Где еще применяются шаблоны колеса жизненного баланса? Шаблоны колеса жизненного баланса очень широко применяются в сфере карьеры и бизнеса. Здесь мы можем очень хорошо спрогнозировать свою карьеру, подготовиться к набору управленческого опыта, потому что набор управленческого опыта – это больше про то, как договариваться, как понять, что человеку нужно, пойти ему навстречу для того, чтобы он участвовал в достижении поставленной цели. В сфере колеса жизненного баланса карьера и бизнес, который соприкасается со сферой деньги, вот больше важен компромисс. И поэтому шаблоны колеса жизненного баланса в сфере, допустим, деньги, они направлены на то, чтобы перейти по миссии от сферы или состояния, там, может быть другое название, стадия накопления денег к стадии попыток увеличения этих денег. Я сейчас краткими предложениями постараюсь рассказать, как шаблоны могут присутствовать в различных сферах. Если кому интересно, обязательно пишите в комментариях, какая сфера вас больше всего заинтересовала. Кому интересно, как сделать шаблон колеса баланса, тоже пишите. Обязательно постараемся в вашей ситуации помочь. Переходим к следующей сфере. Это сфера здоровья и спорт. В сфере здоровья и спорта существуют шаблоны. Они очень часто применяются к состоянию, когда вы хотите свою спортивную подготовку перевести на регулярные занятия. То есть в спорте есть два подхода к физической нагрузке. У меня есть свободное время, я могу уделить внимание физической нагрузке. Это для людей состояния 0,4. Есть хорошее настроение, я занимаюсь спортом. Нету хорошего настроения, соответственно, нет времени на это. Я этим не занимаюсь. Для людей состояния 4-8 спорт – это регулярное занятие. Цель занятий спортивным стилем, она очень простая, очевидная. То есть это физическая выносливость. Физическая выносливость нужна для того, чтобы выдерживать все перегрузки, когда вы достигаете 50 целей в год. Когда вы достигаете 50 целей в год, вам нужно рассчитать свои силы таким образом, чтобы эта нагрузка не выбивала вас из колеи, и по концу года, когда вы сделаете, а я надеюсь, у вас все получится, 50 своих амбициозных целей, чтобы у вас заряд энергии по концу года был на уровне 30-40%. Если мы говорим о шаблонах колеса жизненного баланса, рассматриваем сферу яркость жизни. Сфера яркость жизни посвящена тому, что мы здесь очень хорошо планируем. То есть вся сфера яркость жизни, она посвящена планированию, чтобы соблюсти баланс между работой и отдыхом, между различными делами, так, чтобы все дела, которые для вас важны, интересны, были в фокусе вашего внимания и не отодвигались на второй план. Следующее применение шаблонов – сфера друзья и окружение. В сфере друзья и окружения находятся наши родственники, коллеги, знакомые. Часто бывает так, что знакомые находятся в разном эмоциональном состоянии. Бывают очень большие разногласия, когда мы
с хорошими в прошлом знакомыми не имеем возможности поддерживать тесный эмоциональный контакт, мы стараемся от них дистанцироваться. Поэтому шаблон в технике колеса жизненного баланса Long Swim, он говорит, что нам нужно себя больше окружать теми единомышленниками, которые помогают нам реализовывать наши планы. После того, как мы реализовали уже свои собственные планы и перешли на энергетическое состояние более высокое, после состояния 4-8, мы можем перейти к состоянию 8-10, когда мы буквально перенаполнены энергией. И уже в состоянии 8-10 помощь, оказанная другим, она выглядит как гармоничная для вас, то есть вы не тратите много сил и энергии. Ваша задача человека смотивировать на решение задач. Ваша задача поделиться своим опытом преодоления трудностей. В состоянии 8-10 вы очень легко будете говорить об ошибках в своей жизни во всех сферах, у любых, начиная от семьи, отношения, заканчивая сферы отношений друзья, взаимоотношения с детьми, своими детьми, чужими детьми. Все это происходит на позитиве. Естественно, основная миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к долголетию, личному, профессиональному. И для того, чтобы вы легко вошли в состояние 4-8 или в состояние 8-10, вам нужно всего лишь сделать шаг от эмоционального переживания к какому-то конкретному действию. Самый быстрый шаг – это использование шаблонов колеса жизненного баланса. Самое простое использование шаблонов колеса жизненного баланса – вы потратили один день для того, чтобы продиагностировать свое колесо жизненного баланса, попытаться поделиться с кем-то своими состояниями, которые вы реально ощущаете, как вы их видите. Второй этап – это приступить к анализу своих сфер жизни. Как правило, в стандартной коучинговой сессии или в сессии с психологом на этапе диагностики и анализа заканчивается вот этот элемент знакомства с колесом жизненного баланса. Мы вам же предлагаем хорошую, классную альтернативу, проверенную временем. Вы смотрите наши видео. Неоднократный просмотр этого видео ведет вас к тому, что в вашей жизни случаются инсайты. Эти инсайты позволяют вам полученную информацию в сфере личностного роста. Это не обязательно наш YouTube-канал, это какие-то профессиональные курсы, личные курсы. Они ведут вас к тому, что вы что-то из услышанного по теории начинаете применять в своей жизни, что-то хорошо получается. У кого, кстати, хорошо получилось, после неоднократного просмотра нашего видео, напишите свою историю успеха. Мы будем вам признательны за то, что вы делитесь и тем самым мотивируете наших слушателей и зрителей на то, что успех он неизбежен, успехом не стыдно делиться, успехом делиться экологично, классно, потому что вы уже находитесь в состоянии 8-10, когда поделиться своей историей достаточно хорошо. Бывают ли шаблоны колеса жизненного баланса, которые актуальны или не актуальны? Очень такой специфический вопрос, который существует среди профессионалов. Безусловно, в зависимости от состояния шаблоны колеса жизненного баланса бывают разные. Если вы находитесь в состоянии 0,4, шаблон колеса жизненного баланса должен быть очень-очень простой для того, чтобы в течение 2-3 месяцев протестировать этот шаблон, получить обратную связь, и у вас появляется уверенность в том, что вы с этим инструментом можете эффективно взаимодействовать. Это взаимодействие с колесом жизненного баланса не меняет ваш привычный распорядок дня, не напрягает ваше ближайшее окружение, ваше дальнее окружение, то есть сфера отношения и друзья находятся в управляемом или понятном вами состоянии. Для людей состояния 4-8 им нужны уже кастомизированные шаблоны колеса жизненного баланса, то есть это применительно к профессиональному виду деятельности. То есть люди состояния 4-8, более половины вопросов – это вопрос, как я в конкретной сфере, в которой я нахожусь, врачи, парикмахерское искусство, творческая деятельность. То есть, как это применить к творческой деятельности. Давайте начнем с самого последнего. Шаблон колеса жизненного баланса для творческой деятельности. Основная проблема творческих людей заключается в том, что их произведения уникальны, нестандартны. Для кого-то они дарят необходимую мотивацию, но творческие люди, как правило, к своему продвижению относятся очень-очень хаотично, считают, что зритель, покупатель должен найти их сам, но
В методике колеса жизненного баланса Long Swim в сфере деньги находится основное правило – это состояние 4-8. Как только у вас появляются свободные деньги, не стесняйтесь продвигать себя, свою экспертизу, свои товары и свои услуги. Правило очень простое, потому что один из хороших способов приумножения денег, которые вы уже отложили, вы смогли их заработать, это инвестировать в себя для того, чтобы больше людей узнало о вашей экспертизе, о ваших классных товарах, о ваших классных услугах. Безусловно, если вы будете этим заниматься на протяжении 1 года или 2 лет, потребность в ваших знаниях, в ваших опыте, в ваших товарах будет только увеличиваться. Давайте разберем шаблон колеса баланса для сферы духовный рост и творчество. Для людей состояние 8-10 эта сфера является одной из самых критичных, потому что на основе этой сферы духовный рост и творчество формируются жизненные принципы, по которым вы выбираете свое ближайшее окружение, тех единомышленников, потому что люди состояния 8-10, как правило, заходят в долгосрочные проекты. Из-за того, что они доходят в долгосрочные проекты, важно, чтобы на проекте длиной 1-2 года или там всю жизнь жизненные ценности не давали противоречия при общении, при коммуникации, у вас было меньше поводов для спора, и для разногласий. У людей состояния 8-10 уже прокачана сфера яркой жизни, они в полной мере воспринимают жизнь, и вот там, где рождаются противоречия, это в основном сфера духовный рост и творчество. Есть ли здесь какие-то шаблоны? Давайте начнем с самого простого. Для людей состояния 0,4 в сфере духовного роста и творчества самый распространенный шаблон – это своим хобби нужно заниматься постоянно, регулярно, не забрасывать его. Как только вы забрасываете свое хобби, свое любимое увлечение, свое любимое дело, у вас вероятность эмоционального выгорания возрастает в разы. Занятие любимым делом позволяет нам переключиться, понять, что эмоциональное выгорание – это краткосрочная, управляемая ситуация. Если вы забросите свое любимое дело, эмоции, а для людей состояние 0,4 эмоции, они не уменьшаются, они постоянно примножаются через сферу друзья и отношения, то есть для людей состояние 0,4 из-за того, что они интуиты, эмпаты, они очень хорошо чувствуют настроение других людей, и если они находятся в негативном состоянии, среди друзей и знакомых находятся такие же люди в негативном состоянии, их эмоции увеличиваются в разы, сфера духовный рост и творчество не проработанная, жизненные ценности такие плавающие, размытые, грустить так грустить, гулять так гулять, и все это затягивается на длительное время. Длительное время затягивается, дела не делаются, к своим целям не приближаются, и начинают приближаться или участвовать в целях других людей. Как правило, люди в состоянии 0,4 больше переживают за себя, а еще больше страдают за других. Вот именно такая вот точная формулировка дает вам возможность и мотивацию еще раз заняться своим колесом жизненного баланса, на основе своего колеса жизненного баланса, тех состояний, которые у вас есть, сформулировать свои цели. То есть шаблон для людей колеса жизненного баланса – это сформулировать свои цели. Формулировка своих целей идет по каждой сфере. Выбираете сферу яркой жизни, ставите 1, 2, 3, 4, 5 целей, прорабатываете следующую сферу, ставите цели, и у вас получается, что если мы считаем по количеству целей, в каждой сфере должно быть минимум 3 цели. Что это дает, такой шаблон колеса баланса? Это дает направление движения, вы начинаете действовать в направлении цели, и тогда работает очень простой шаблон. Вы продиагностировали свое колесо жизненного баланса, его проанализировали, поставили цели. Если ресурса хватает, достигли эти цели легко и без посторонней помощи. Для людей состояния 4-8 они постороннюю помощь не принимают, хотя вокруг возможностей на расстоянии вытянутой руки. Люди состояния 0,4, они привыкли все делать в одиночку. Если так визуально представить, люди в состоянии 0,4 все делают в одиночку. Один в поле работает. Люди в состоянии 4-8, наоборот, окружены единомышленниками. Они уже достаточно харизматичны, но все делаю сама или все делаю я сам. Люди в состоянии 8-10, наоборот, стараются проработать концепцию,
цели, объясняют, как это выгодно, как это нужно, как это интересно, как это полезно. Куча аргументов, невозможно отказать таким людям в состоянии 8-10. И, как правило, люди в состоянии 8-10 не затрачивают много усилий и ресурсов для достижения своих собственных целей или общих целей. Итак, шаблоны колеса баланса в графическом виде, как они помогают, или все-таки мы рассматриваем шаблон колеса баланса как графическую часть на определенный короткий промежуток времени. Опять возвращаемся к нашим целям. Если мы говорим о долгосрочных достижениях, конечно, на периоде, когда мы движемся к цели 1, 2 или 3 года, нам нужно регулярно диагностировать свое состояние колеса жизненного баланса для того, чтобы те сферы, которые у нас находятся в большой перегрузке, эмоциональной перегрузке, физической перегрузке, там, профессиональной перегрузке, чтобы не доходить до состояния нервного срыва, эмоционального срыва, профессионального выгорания. То есть нам нужен периодический отдых. За сферу отдыха и снятия напряжения отвечает сфера яркость жизни, поэтому сфера яркость жизни, хотите вы этого, не хотите, будет оказывать очень большое влияние на вашу профессиональную деятельность, особенно если вы в возрасте более 30 лет. Если вы в возрасте 20-30 лет, основная сфера, которая будет оказывать влияние на ваши успехи в жизни, это сфера духовный рост и творчество. То есть в период от 20 до 30 лет идет очень быстрый набор единомышленников, очень быстрые знакомства, мир прекрасен, дружелюбен, все меня любят, но после 30 лет наступают реалии. Люди вас любят до тех пор, пока вы удобны, потому что вы находитесь в состоянии 0,4, вы для них больше делаете, чем они для вас в состоянии. Когда вам 30 лет, вы уже реально понимаете, что рядом с вами остаются только те, кто разделяет ваши цели, те, кому вы дороги в силу ваших хороших жизненных качеств. А после 40 лет, то есть мы уже говорим о профессиональном долголетии, о начале профессионального долголетия, наступает сфера наставничества, когда вы понимаете, что вы для своего окружения уже являетесь наставником, и вокруг вас остались те люди, которые осознанно выбирают ваше окружение и готовы с вами разделить не только радости, но и неудачи. Вот состояние 20-30 – это люди готовы с вами делить только радость, когда вы им приносите радость. Более 40 лет люди с вами остаются, несмотря на то, что вы для них, может быть, даже ходячая катастрофа. Итак, подводим итоги сегодняшнего видео. Есть ли шаблон колеса баланса? Шаблоны в колесе жизненного баланса существуют. Шаблоны, я напомню, кратко подытожу сегодняшнее видео, существуют больше для людей состояния 0,4. Это готовые действия. Как правило, люди состояния 8-10 уже через наставничество предлагают шаблоны своего колеса жизненного баланса, лайфхаки, инструментарии, комплект ресурсов, который может быть для вас полезен, набор каких-то жизненных правил, которые являются нужными, если возникнет какая-то нестандартная ситуация. Они вам расскажут, как они с помощью своих жизненных ценностей преодолели те неприятности и трудности, которые были на их пути. Для людей состояния 4-8 шаблон колеса баланса заключается в том, что эти все шаблоны касаются одной сферы, узкоспециализированной, это профессиональная деятельность, и мы будем стараться собирать в зависимости от отраслей свои шаблоны колеса жизненного баланса. Поэтому, пожалуйста, пишите в комментариях, у кого есть какие-то инсайты по шаблонам колеса жизненного баланса, у кого есть какие-то графические представления, как колесо жизненного баланса позволяет выявить инсайт или запечатленный инсайт. Пожалуйста, присылайте ссылки, будем вам очень признательны. Те, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте кнопку колокольчик, нажимайте кнопку лайки. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. У вас все получится, я в вас верю.